Голубцы я буду запекать в духовке, поэтому складываю их в форму для запекания. Кукуруза прекрасно сочетается с рисом и укропом. Из специй в плов добавляю только семена кумина. Плов с сухофруктами просто изумительный. Отбивные из капусты получаются сочные и вкусные, с ароматом жареных шампиньонов и лука. Привет! Новогоднее застолье по времени совпадает с рождественским постом. Да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. И чтобы никто не остался голодным, сегодня подготовила для вас подборку интересных постных горячих блюд для новогоднего стола. А уже в следующем видео выпущу подборку постных салатов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я начинаю. И первое блюдо – постные голубцы из пекинской капусты. Сначала готовлю начинку. Рис промываю, обсушиваю, заливаю водой, немного присаливаю и варю его практически до готовности. К немного остывшему рису добавляю консервированную кукурузу. Арахис беру не соленый и не обжаренный, измельчаю его ножом. Также для начинки режу небольшое количество укропа. Смешиваю все ингредиенты и оставляю в сторону. Подготавливаю пекинскую капусту. Несколько листьев пекинской капусты отвариваю в кипящей подсоленой воде примерно 2-3 минуты. Немного остужаю их, чтобы можно было взять руками, и ножом срезаю утолщение. На подготовленный лист пекинской капусты выкладываю ложку фарша и сворачиваю голубец. Голубцы я буду запекать в духовке, поэтому складываю их в форму для запекания. Для соуса в воду добавляю томатную пасту, размешиваю, слегка досаливаю и заливаю голубцы. Запекаю голубцы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут. В процессе запекания поливаю подливой несколько раз. Сочные голубцы из пекинской капусты готовы. Кукуруза прекрасно сочетается с рисом и укропом, а арахис вносит свою очень интересную нотку. Если вы не любите пекинскую капусту, можно приготовить такие голубцы и с обычной белокочанной, тоже будет очень вкусно. Следующее блюдо на Новый год – плов с сухофруктами. Чтобы плов получился рассыпчатым, я взяла рис басмати, предварительно его залила холодной водой и оставила примерно на час-два. В казан ставлю на несильный огонь, наливаю масло. Пока масло прогревается, мелко режу репчатый лук. Обжариваю лук до легкой золотистости. Режу морковь тонкими брусочками. Когда лук готов, выкладываю в казан. Из специй в плов добавляю только семена кумина, слегка разминаю их пальцами. Морковь слегка присаливаю. Когда морковь практически готова, добавляю сушеный барбарис. Сухофрукты, курагу, темный и светлый изюм без косточек предварительно замачиваю в горячей воде минут на 15. Воду сливаю, промываю и выкладываю на морковь. Замоченный рис промываю тщательно водой, слегка обсушиваю и выкладываю в казан. Заливаю рис водой. Объем воды в 2 раза больше, чем объем риса. Закрываю казан крышкой и готовлю плов на медленном огне примерно 20 минут. Когда рис уже почти готов, то есть ему остается примерно 2-3 минутки, выкладываю сушеные яблоки и рисом укрываю их сверху. Так они напитаются влагой, но не станут размокшими. Огонь выключаю, закрываю плов крышкой и оставляю настаиваться минимум на 15 минут. Плов с сухофруктами просто изумительный, рассыпчатый, ароматный, сладковатый от сухофруктов и моркови и с легкой кислинкой от сушеных яблок и барбариса. Третье блюдо – отбивные из капусты. Чтобы обогатить вкус капусты, сначала подготовлю начинку. Разогреваю сковороду с небольшим количеством растительного масла и очень мелко нарезаю репчатый лук. Обжариваю его до золотистости. Свежие шампиньоны также очень мелко шинкую и отправляю на сковороду к луку. Для аромата добавляю маленький зубчик чеснока. Грибы с луком немного солю, приправляю сушеным укропом и белым молотым перцем.
Начинка готова, и я ее временно отставляю в сторону. Отбивные буду обваливать в панировочных сухарях. Делаю их из ржаного хлеба. Нарезаю хлеб небольшими кусочками и в разогретой духовке делаю сухарики. Остывшие сухари при помощи блендера превращаю в крошку. Вот наши панировочные сухари готовы. С небольшого кочана капусты снимаю несколько листьев. Я обычно это делаю, опустив его в кипящую воду. После листья капусты еще пару минут отвариваю. У остывшего листа капусты немного срезаю утолщение, закрываю его пищевой пленкой и отбиваю. Тонким слоем выкладываю подготовленную грибную начинку и сворачиваю лист. Обваливаю отбивную из капусты в панировочных сухарях, уже готовых, и выкладываю на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваю с двух сторон на несильном огне. Отбивные из капусты получаются сочные и вкусные, с ароматом жареных шампиньонов и лука и легким хрустом сухариков. Вот такие 3 блюда у меня получились. Все они прекрасно подойдут для новогоднего стола и порадуют вас и ваших домочадцев. Жду ваших комментариев и до новых встреч!